Всем привет! Сегодня у нас совершенно короткий обзорчик. Я, честно говоря, даже думал не делать обзор на обновление X1, но есть один маленький нюансик, из-за которого мы решили все-таки его выпустить. К тому же, я думаю, что будет куча вопросов, чем отличается новый X1 от старой X1. Поэтому, если у вас есть знакомые, которые хотят об этом узнать, смело давайте им ссылку на это видео. Скажу сразу, что данное обновление нельзя считать новой моделью, то есть здесь каких-то принципиальных отличий нет, поэтому мы даже не меняли дизайн. То есть это небольшое обновление, мы просто сделали ряд маленьких улучшений в модели X1. И самое главное отличие новой X1 от старой, это, конечно же, кноп. На старой модели был стандартный кноп из Ева, причем он был одинаковый на всех размерах катушки, кроме морской серии. Теперь же мы используем кноп из мягкого приятного пластика, такой, который используется на большинстве современных катушек Daiwa и Shimano. На меньших размерах 2000 и 2500 мы используем маленький плоский кнопик. На больших размерах 4000 используем Т-образный кноп, который многие очень любят. Материал мы здесь используем типа Soft Touch, то есть он приятный, мягенький на ощупь, но у него отсутствует проблема, которую можно было наблюдать в самых первых версиях подобного кноба у некоторых именитых брендов, когда со временем он становился липким. То есть с нашим кнобом все нормально. Следующее изменение – это фрикционный пакет. В новой катушке мы также используем фетровые шайбы, их 3 штуки, но они с более крупным внутренним диаметром. За счет этого фрикцион стал более плавный и с более тонкой настройкой. Гайка также поменялась. Теперь она гораздо легче, чем предыдущая, потому что в ней отсутствует массивная металлическая пружина. Также установили полноценную защиту от грязи и частично от воды. Это резиночка, которая смазана специальной гидрофобной смазкой. Подшпульный узел также поменялся. Он теперь более простой, менять шайбочки, которые служат для регулировки намотки, теперь проще, но есть один нюанс. Шпули от старой катушки несовместимы со шпулями от новой катушки. Но их различить достаточно просто, потому что дополнительные шпули мы раньше продавали без упаковки, теперь они пакуются в такую коробочку. Если вы вдруг приобрели шпулю без коробки, есть одно отличие, по которой можно определить, это новая шпуля или старая. В новой вы можете наблюдать белую металлическую втулочку внутри шпули. Также, если вы будете очень внимательны и сравните старую шпулю и новую, вы можете заметить, что в некоторых размерах диаметр шпули немножко изменился. Да, мы скорректировали лесоемкость, чтобы она больше подходила под наши шнуры. Соответственно, теперь, если вы берете размер, допустим, 2500S, как у меня в руках, и если вы покупаете шнур X1 или Smart PE единичку, как здесь написано, сюда должно войти 150 метров. То есть никакого бэкинга вам подматывать не нужно. Есть еще одно очень небольшое изменение, которое, скажем так, невооруженным глазом вообще незаметно. Оно относится к конструкции механизма подачи шпули и сделано на улучшение намотки шнура. Хотя в принципе во всех наших катушек с намоткой так никаких проблем не наблюдается. В общем, это все изменения новой версии X1. Как всегда, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментарии. С удовольствием на них отвечу. И не забудьте подписаться на наш канал, потому что вскоре мы получим новые Sapphire и Sirius, а там изменений гораздо больше. Поэтому следите за новыми обзорами. Пока.